Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать очередной подсвечник. Или будем, как многие называют, просто декорировать свечу. Я сегодня буду делать свечу в розовом цвете с серебром. Делать я ее буду в подарок своей родной сестре. И наперед! Эта свеча делается только в декоративных целях. Сегодняшний подсвечник будет выглядеть вот таким образом. Делала я его на спиле дерева нежных оттенков, с шишками, как всегда, и даже колокольчики, которые у меня находятся внутри, немножко звенят. Ну а если же вы хотите в таком подсвечнике зажигать свою свечу, то используйте вот такие декоративные стаканчики, даже можете брать обычные стаканы, любые баночки, и вместо самой свечи вклеивать свой стаканчик, а уже вовнутрь вкладывать обычные маленькие свечки или чайные свечи, и можете их спокойно зажигать и не бояться. Я же делала свечу исключительно в декоративных целях, поэтому будет она стоять на полочке и радовать. Но так как мы с вами делаем подсвечник, в первую очередь нам понадобится любая свеча. Я на этот раз выбрала вот такую круглую, красивую свечку розового цвета. Очень она мне понравилась и сразу решила, что хочу использовать именно ее. Также декоративные элементы, это у меня будет вот такая пластиковая елочка. Я буду ее разделять на части и вклеивать. И также пластиковая веточка с блестками. Она сделана на проволоке, поэтому хорошо гнется. Вы же можете заменить ее обычными веточками, сорванными с деревьев, и покрасить блестками. Также шишки я покрыла блестками, я вся была в блестках. Поэтому для того, чтобы покрыть шишки и саму веточку, вам понадобятся самые обычные любые блестки. Можете купить в канцелярских магазинах. Или же можете использовать еще и блестки для маникюра. Также понадобится любой лак для волос. Сбрызгиваем нашу шишку или любую веточку лаком для волос, посыпаем блестками, сверху обязательно потом тоже закрепите лаком, чтобы оно не сильно облетало, и готово! Также буду использовать и обычные шишки, ничем не покрытые. Любые декоративные ягодки, я их покупала, можете делать сами. Для декора буду использовать вот такие пенопластовые звездочки. Покупала их в своем городе, в строительном гипермаркете. Также можно заменить и любыми другими декоративными элементами. С прошлого года осталось у меня вот таких пару колокольчиков. Покупала их в магазине Еврошоп. Я думаю, он сейчас есть в многих городах. И любые маленькие шишки, что угодно. Также лента, она у меня по краям жесткая и хорошо будет держать форму. Так как нашу свечку нужно где-то закрепить, я буду использовать вот такой спил дерева. Где купить их? Я не знаю, может они где-то и продаются. Мне же вырезает спилы папа. Я любитель притащить домой бревно, и затем, когда оно у меня высохнет, я прошу папу или мужа, чтобы мне распилили, и мне делают заготовки нужного мне размера. Так вот, у меня вот такой спил. Я буду посередине приклеивать саму свечу. Многие говорят, свечи не приклеиваются на горячий клей. Да, они клеятся всего лишь на какое-то время. Но, с одной стороны, это плюс, что потом мы можем заменить свою свечу и вставить туда другую. Приклеиваю посередине свою свечку и уже по краям закрепляю сами веточки, распределяя их по кругу свечи. Также по кругу я буду распределять и сами шишки, колокольчики, шишки с блестками, все свои материалы, которые я хочу использовать в этой работе. Приклеиваю я именно на саму основу, и держаться будет крепко. Я обычно для своих работ использую разнообразные материалы. Все, что найду, все, что мне понравится, стараюсь использовать в какой-то своей работе. Но сейчас в большинстве магазинах появилось столько всего новогоднего, что устоять невозможно.
Лента у меня жестким краем, я отрезаю где-то сантиметров 20 лентой, склеиваю ее и буду вклеивать снизу своей работы. Вместо такой ленты можно использовать любую атласную ленту. Также добавляем маленькие шишки, маленькие элементы. Добавляю веточки, выгибаю их в нужную мне сторону, подклеиваю я только снизу. И всегда смотрите, чтобы ваш клей был именно внутри вашей работы и снаружи все выглядело красиво. Я всегда говорила и буду говорить, что любая работа должна быть аккуратной. Вот, я добавила все свои веточки. Теперь мне нужно стряхнуть все свои блестки, посыпала все вокруг, и белая краска. Использую водоэмульсионную краску, можете использовать даже гуашь. Она, кстати, тоже хорошо держится. Я не использую воду, просто полусухой кисточкой наношу на шишки, наношу на свой спил, делаю свою работу более завершенной и объединяю все в одну. Ну а если вам понравилась моя идея подсвечника, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!